Привет, друзья! Пока Еврокомиссия требует полной энергетической независимости от России, внутри Европейского Союза зреет раскол. Одни называют это шагом в светлое будущее, другие – экономическим самоубийством. В этом видео разберем, какую проблему на самом деле пытаются решить европейские лидеры и к чему это приведет каждого из нас. Но начну с важной новости. Ровно 80 лет назад завершилась одна из самых трагических глав в истории человечества – Вторая мировая война. Она закончилась капитуляцией немецкого вермахта, и даже сегодня, спустя десятилетия, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль считает этот день поводом для глубокой благодарности союзникам. Именно благодаря их решительности и жертвенности Германия вновь обрела свободу. Как подчеркивает Вадефуль, из этого исторического момента проистекает и ответственность, которую несет Германия перед будущими поколениями. По случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе новый глава немецкого внешнеполитического ведомства выступил с призывом. Он заявил, что Германия должна решительно отстаивать мир и свободу на европейском континенте. Этот призыв, по его словам, основан на исторической ответственности за этот цивилизованный разлом и на памяти о миллионах жертв, которые унесла Вторая мировая война, развязанная Германией. Вадефуль, который представляет Христианско-демократический союз и который перенял, скажем так, наследство от Анналены Бербак, ясно дал понять: мир невозможен без осмысления уроков прошлого. В Европе 8 мая традиционно отмечается как День освобождения. Это дата капитуляции Германии в 1945 году перед войсками западных союзников и Советского Союза. Именно этот акт положил конец боевым действиям Второй мировой войны на территории Европы. Цитата: «Нашей свободы мы обязаны колоссальным жертвам союзникам», сказал Вадефуль, и за это мы будем вечно благодарны. Руководство партии левых также выступило с заявлением. Они назвали освобождение от национал-социализма исторической победой человечности. По их словам, 8 марта 1945 года стал днем надежды для миллионов людей. В своем обращении лидеры партии напомнили, что и сегодня важно проводить внешнюю политику, ориентированную на мир. Они подчеркнули о необходимости дипломатии, разоружения и международного сотрудничества как основ современной внешней политики. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ также высказалась по поводу годовщины. Ее сопредседатели Алис Вайдель и Тина Хрупола заявили, что эта дата знаменует конец ужасного правления, его преступлений и страшной Второй мировой войны. Однако в официальных мероприятиях в Берлине по случаю памятной даты не обошлось без дипломатических сигналов. Государственные и общественные деятели Германии приняли участие в торжественных церемониях. Утром в мемориальной церкви кайзера Вильгельма состоялась экуменическая служба, за которой последовали возложение венков и минута памяти в Бундестаге. В здании парламента были приглашены дипломаты, представляющие различные страны, но послы России и Беларуси приглашены не были. Это решение связано с продолжающейся войной в Украине, начатой Россией. Несмотря на то, что в годы Второй мировой войны именно Советский Союз понес наибольшие потери, а в его состав входили и Россия, и Беларусь, и ныне страдающая от российской агрессии Украина, их представители были исключены из числа приглашенных. Хочу для справки сказать, что по разным оценкам Вторая мировая война, развязанная Германией, унесла внимание от 50 до более чем 60 миллионов жизней по всему миру. Подавляющее большинство из них – это мирные граждане. Особенно страшной оказалась цена для Советского Союза. Около 27 миллионов погибших. Украина, входившая в состав СССР, также понесла огромные потери, миллионы ее граждан стали жертвами войны. Германия же потеряла около, внимания, 6 миллионов 300 тысяч человек, в том числе множество солдат. Финальной точкой войны в Европе стала безоговорочная капитуляция вермахта, вступившая в силу 8 мая 1945 года. Ей предшествовали ужасные страшные бои, британские и американские войска наступали с запада, а советская армия продвигалась с востока, освобождая захваченные территории. Эти усилия стоили невероятных жертв, но именно они позволили окончательно покончить с ужасным режимом и положить начало новому мирному этапу европейской истории. А теперь новость о независимости ЕС, только энергетической. Как и ожидалось, далеко не все поддерживают план Европейской комиссии по отказу от потребления
российского ископаемого топлива, представленный Европейской комиссией во вторник, который направлен на достижение полной энергетической независимости от России. Этот амбициозный проект вызвал серьезные разногласия среди лидеров стран-членов Европейского Союза, включая Урсулу фон дер Ляйен и экспертов в области энергетики. Цитата: «Экономическое самоубийство, но юридически осуществимо». Именно так охарактеризовал эту инициативу премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед журналистами. По его словам, это просто экономическое самоубийство. Доводить ситуацию до того, что ни газ, ни атомная энергия, ни нефть, ничего не должно остаться только потому, что строится какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, Россией и другими государствами. Это заявление Фицо распространило агентство Reuters. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне вечером также высказался на эту тему во время публичного форума. По его словам, предложения Европейской комиссии действительно могут быть реализованы с юридической точки зрения. Он подчеркнул, если они это сделают, это будет означать разрушение венгерской системы энергетических субсидий, и мы можем оказаться в серьезной беде. Как отметил Виктор Орбан, решить этот вопрос вполне возможно и без поддержки Венгрии и Словакии, так как для торговых мер в рамках Европейского Союза достаточно квалифицированного большинства. Это означает, что Европейский Союз, скорее всего, сможет ввести высокие тарифы на импорт российских энергетических ресурсов даже без согласия всех стран-членов. Вместе с тем возникают обоснованные сомнения относительно того, как подобные меры могут повлиять на экономику Европейского Союза в целом. Словацкий газовый импортер СПП в своем официальном заявлении отметил, что опубликованный план не содержит достаточного количества анализа воздействия и пересчета последствий предполагаемых мер по прекращению импорта российского природного газа. Такие просчеты могут серьезно подорвать конкурентоспособность европейского бизнеса. Цитата: «Мы лишь создадим еще большую зависимость, на этот раз от СПГ», заявил председатель Совета директоров и генеральный директор СПП Войтех Ференс. Он добавил, цитата: «В отличие от трубопроводного газа, СПГ является глобальным товаром. Именно поэтому нам придется бороться за его поставки в условиях более жесткой конкуренции, что, естественно, оказывает давление на цену». По данным за 2024 год, Европейский Союз импортировал, внимание, 52 миллиарда кубометров российского газа. Из них 32 миллиарда по трубопроводам и 20 миллиардов в форме сжиженного природного газа, а также 13 миллионов тонн сырой нефти и более 2800 тонн эквивалента обогащенного или топливного урана. И здесь, внимание, сообщу для справки. Согласно данным Еврокомиссии, в прошлом году 10 государств-членов Европейского Союза импортировали российский природный газ, 3 страны продолжали закупать российскую нефть, а 6 государств закупали обогащенный уран или услуги по его переработке у России. Планы ЕС могут изменить не только энергетику, но и саму политическую карту Европы. А как вы считаете, это шаг к свободе или к новой зависимости? Пишите в комментариях. Также подпишитесь и спасибо за просмотр.